Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Опил форм – важный этап в проведении процедуры маникюра, который непосредственно влияет на итоговый результат и визуальную составляющую. Квадрат – одна из самых распространенных форм ногтей, но, к сожалению, не все умеют его правильно опиливать. Смотрите видео до конца, чтобы узнать все ошибки и их не допускать. Тренируйтесь, у вас все обязательно получится. Поехали! Первая ошибка – неправильно подобранная пилка, а вернее ее абразив, ее жесткость. Для натуральных ногтей используем пилку 180-240 грит. Таким образом, 240 грит мы можем использовать для опила, а, например, пилка 100 грит будет достаточно жесткой. Таким образом, чешуйки ногтевой пластины расщепляются, что вследствие может дать расслоение. Существует миф, что ногти мы должны подпиливать только в одном направлении. Доля правды в этом есть, но только в том случае, если у клиента не будет покрытия. Мы его сделаем, поэтому не боимся и опиливаем пилкой в обе стороны. Такой мягкий абразив нежно подпиливает ногтевую пластину, минимизируя ее расслоение в дальнейшем. Также такой мягкой пилкой мы можем пройтись по поверхности, чтобы сгладить ее и убрать оставшуюся базу. Жесткой пилкой в 100 грит мы никогда не работаем по ногтевой пластине, она будет истончаться и, как следствие, покрытие начнет отслаиваться. Удобно, когда пилка двусторонняя, с одной стороны 180, с другой стороны 240 грит. Таким образом, с поверхности мы можем убирать остатки базы жесткой стороной пилки, а подпиливать форму мягкой. Вторая ошибка – неверный опил свободного края. Делают именно не мягкий квадрат, не четкий, а форму скво-овал. Нужно понимать, что квадрат может быть четким и мягким. В первом случае уголки острые, такие, как правило, не очень любят клиенты, они царапаются, задевают все вокруг, поэтому клиентам больше нравится форма мягкий квадрат, чтобы уголки не цеплялись. Не существует округлого квадрата, квадратного овала. Это уже другая форма, которая называется скво-овал. Она имеет прямые боковые стороны и скругленный свободный край. Посмотрите, каким образом она отличается. Здесь также боковые стороны прямые, при этом свободный край округлый. Она опиливается таким образом, что пилочка ставится под углом 45 градусов под ногтевую пластину. При виде сверху она округлая, но если посмотреть сбоку, мы видим острые уголки. Особенно часто это происходит из-за неправильного захвата пилки. Например, держит ее не вот так, как ключик, а вот таким вот образом, кто-то, я не знаю, другими захватами умудряется работать. И посмотрите, когда я подношу пилку к ногтевой пластине, она автоматически становится под ноготь. И получается форма скво-овал. Наша задача с вами взять пилочку вот так, 4 пальца с одной стороны, большой с противоположной, поставить пилку перпендикулярно ногтевой пластине под углом 90 градусов и свой корпус наклонить немного вперед, чтобы видеть, что вы опиливаете. Совершаем длинные движения в обе стороны. Часто бывает, что фаланга уходит в сторону, тогда мы можем себе, если не виден вдруг перпендикуляр, приложить пилку ровно через 3 фаланги, через центр кутикулы и, например, карандашиком отметить центральную ось и уже ориентируясь на нее, опиливать свободный край. Третья ошибка – разная длина ногтей. Поверьте, после покрытия цветом она будет явно видна. Осмотрите ногти, найдите самый короткий или тот, у которого самое длинное ногтевое ложе, и начинайте опил с него. Всегда берется расстояние от кутикулы до свободного края. Можете воспользоваться, например, циркулем или измерителем, или бумажкой от формы и сравнить. Например, здесь длина мизинца должна быть равна длине на этой руке.
Здесь у нас ноготь короче. Либо положите ногти на бок, кутикула к кутикуле, и вы увидите, где еще стоит подпилить. Если все ногти оставить разными по длине, то при покрытии это будет очень сильно бросаться в глаза. Поэтому сначала опиливаем тот ноготь, который имеет длинное ногтевое ложе. И затем под него уже будем подгонять остальные ногти. Те ногти, которые более широкие, как правило, это средние, могут быть длиннее на 0,5–1 мм. Четвертое. Начинаем опил с левой руки. На левой, как правило, ногти более узкие. И уже потом будем подгонять пластину на правой руке, возможно, делая ногти чуть-чуть длиннее, едва заметно. После покрытия они будут смотреться одинаковыми. Пятая ошибка – несимметричный свободный край. Наверняка вы замечали такую тенденцию, когда вы опилили все ровно, клиент смотрит от себя и для него криво. Рекомендую сделать следующий лайфхак. Попросите вашего клиента посмотреть на его ногти или спросите, как давно вы делали коррекцию. И посмотрите, каким образом клиент посмотрит на руку. Вот так. Или от себя. Вот так. Исходя из этого, вы уже будете понимать, как правильно оценивать симметричность. Если видите, что один уголок выше другого, отверните руку клиента от себя, поставьте на локоток и поправьте в таком положении пилкой. Это же касается и большого пальца. Отворачиваем его от себя. Шестая ошибка – разное скругление и стиль формы. Например, на одном ногте форма четкий квадрат, на другом скву-овал, на третьем мягкий квадрат. Все ногти смотрятся в дисгармонии. Например, безымянный четкий квадрат, средний скву-овал, указательный мягкий квадрат. Если выбрали четкий квадрат, а углов нет, тогда нужно будет их донарастить, а не хитрить. Или наоборот, уголки формы должны быть одинаково скруглены, а не так, что один уголок острый, а другой мягкий. Такая форма априори выглядит криво. В таком случае нам нужно донарастить уголочек, либо скруглить противоположный. Очень просто это сделать при помощи акригеля, достраивая по воздуху угол. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Теперь форма свободного края выглядит симметрично и более гармонично. Седьмая ошибка – перепиливание пилкой боковых сторон. Это приводит к тому, что появляются трещины в стрессовой зоне, а также к скручиванию ногтей. Во время опила не прикладывайте всю пилочку к боковой стенке ногтя, она не должна стоять перпендикулярно, и не совершайте вот таких подкручивающих движений, потому что будет истончаться точка вроста. Мы всегда заводим пилку под ногтевую пластину и пилим снизу, при этом поворачивая палец клиента на бок. Часто для того, чтобы сузить ноготь еще сильнее, мастера перепиливают нижние параллели, и это следующая ошибка. Восьмая ошибка – перепиливание нижних параллелей. Когда поднимают пилку высоко, и ноготь получается взлетным. Положите палец на бок, найдите центральную ось при виде сбоку и поставьте пилочку параллельно ей. Не заводите под сильным углом, чтобы не поднять нижнюю параллель. Если с обеих сторон приподниму нижние параллели, по итогу у меня получится далеко не квадрат, а что-то похожее на бочонок. Не хватает ребер жесткости для укрепления и гарантированные сломы под самый корень. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного. Теперь они доступны по всему миру с получением сертификата.
Для подробной информации переходите по ссылке в описании. 9-я ошибка – ступеньки в точках роста. Самая основная, главная ошибка, которую совершают мастера. Что такое ступенька, выражаясь языком мастера маникюра? Это неровная опиленная нижняя параллель. Почему так происходит? Во время опила мастер, особенно новичок, боится повернуть палец клиента и просто не видит обрабатываемую зону. Поверните палец клиента на бок, оттяните боковой валик, и вам сразу будет видно, что необходимо опиливать. Совершайте движение на себя, чтобы не перепиливать точку в роста. И с другой стороны также кладем палец на бок. Или наоборот, зажимает пальцем боковой валик и невозможно подлезть туда пилкой. Но бывают случаи, когда к нам клиент уже пришел с такой ступенькой. Что же делать? Можем выполнить ремонт. Кстати, у меня на канале есть подробный ролик 6 способов ремонта ногтей, где я показываю, как можно исправить ступеньку любым из материалов. Обязательно посмотрите и будете знать, как ее исправлять. Использую для таких целей густой гель-желе и по воздуху вытягиваю отсутствующую боковую стенку. Просушиваю в лампе 1 минуту, обезжириваю и выполняю опил. Сглаживаю поверхность. Перед таким ремонтом можно покрыть ногти тонким слоем базы. Получившуюся толщину вы всегда можете выпилить фрезой изнутри. Десятое. После опила посмотрите в торец ногтя на нижней параллели. Параллели должны быть на одном уровне, тогда форма точно получится симметрично. Но бывают исключения, когда от природы ногти так растут перекрученными. Одна из параллелей ниже, другая выше. Мы не можем их убирать, тогда смотрим при виде сверху, чтобы форма была симметричной. Как правильно придавать форму ногтям, вы можете узнать в других моих роликах, где я показываю, как опиливать квадрат, миндаль, овал. Обязательно посмотрите их. Тренируйтесь, не совершайте ошибок, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока! Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Бля. Что еще тебе сказать? Пока все. Окей, пока все. Ну все, можно теперь спокойно идти отдыхать.